Итак, всем привет, всем здравствуйте, гости и подписчики моего канала Неорган Гейм Шоу. А, Сегодня продолжаем проходить Naruto Ultimate Ninja Storm 2. У нас впереди 5 глава. Посмотрим, что же будет дальше. В предыдущей серии, и, соответственно, мы прошли всю главу, подсказку оставлю в правом верхнем углу. Мы посмотрели историю Саски. Что же с ним стало после того, как мы пытались его спасти, но у нас ничего не получилось. В итоге он спасся сам. Небольшой спойлер, ну а так, в принципе, все увидите в прошлой серии. Сегодня посмотрим, что будет дальше, каких героев нам покажут, какая арка будет. В принципе, не будем долго разглагольствовать. Не забывайте подписываться на канал, прожимать лайк или дизлайк, если серия вам нравится, либо не нравится. Ваша оценка мне также очень важна. Также комментарии. Не забываем. Всегда рад с вами пообщаться. Ну и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по играм, которые мы сейчас проходим, либо будем проходить в будущем. Так что располагайтесь, чай, кофе, печеньки. Ну а мы начинаем. Ты уверен, что с тобой все в порядке? Да, я в порядке. Я исцелился намного быстрее, так как я поглотил силу Орочимару. Это и есть сила белой змеи, да? Итак, куда мы направляемся? Вы нашли что-нибудь? Я смог найти общую информацию по Акацуки, но ничего, относящегося непосредственно к Итачи. Я тоже. Я поговорил с животными и нашел несколько зацепок о Итачи. Кажется, тот, кто мог быть им, был замечен впереди. Так, Джуга, покажи нам дорогу. Я знал, что он так скажет. Итачи. Независимо от того, где ты, я найду и улажу все собственными руками. Пойдем. Саски Учиха Кирин. Открылся новый персонаж в свободном бою. Узнайте информацию об Итачи, найдите Итачи. Ну, в принципе, теперь понятно, с кем будет следующий поединок. Ну, или, я бы сказал, ближайший поединок. Так, да, сохраняемся, потому что произошел небольшой нюанс, и в оффлайне мне пришлось проходить последние 2 боя еще раз. Только по причине того, что сохранение прошло криво. Собираем свитки, свитки нам понадобятся. Что это такое? Морковку. Да, они типа выстроились, чтобы, если что, перехват устроить, я так понимаю. Да. Давно не виделись, Саски. Кто это? Это я. Учиха Итачи. Ты стал взрослее. Ты совсем не изменился, твои глаза все еще холодны. Что это? Ну это воспоминания, когда Учиха Итачи доинсталлировал просто весь клан Учиха просто под ноль. Что это такое? Старший брат.
Ты сделал это, глупый маленький братик. Мне страшно, мне очень страшно. Страшно, очень страшно. Почему? Зачем ты убил всех? Ты слаб, пока нет смысла убивать тебя. Если хочешь убить меня, тогда возненавидь. Ненавидь меня и живи как слабак, которым ты являешься. Цепляйся за свою жалкую жизнь. События той ночи. Сначала я принял все за мираж. Я отчаянно хотел верить, что я был в ловушке ужасного гиндзюцу. Но не было никакого миража, я оказался в ловушке самой реальности. Я не тот мальчик, которым был тогда. Теперь у меня есть сила. Сила уничтожит тебя. Какая впечатляющая уверенность. Прямо здесь, прямо сейчас я положу конец этим кошмарам. В принципе, файт с Итачи оказался даже раньше, чем я предполагал. Да, поехали. 1 на 1, поддержки нет. Да. Бля, в итоге я не попал. На еще раз. Не успел набрать. Ну да. Как назло, ни одна замена не проходит. Допусти. Он видит, за лесом сидит как. Но вот когда не надо, оно проходит. Когда надо, оно не проходит. Еще и Чидори окончили. Отлично. Да, спасибо одному из зрителей, который подсказал про лайфхак с накоплением чакры. Бля, спасает на самом деле очень сильно. И довольно странно, почему я не знал этого раньше. Потому что, ну, в принципе, иногда в свободном бою мы играли в эту игру, то есть так чисто фанились. Но почему я не знал, либо забыл про этот момент, я не знаю. Но как бы все равно спасибо. Ты стал сильнее. Встретимся в убежище Учиха. Приходи один. Мы тоже одни придем. Мы разберемся совсем там. Саске, вы, почему вы здесь? Карин сказала, помимо твоей чакры, она чувствует более сильную. Мы забеспокоились, пришли помочь тебе. Ну, в принципе, как всегда, вовремя. То есть, вообще, ну, вообще без вопросов. Что случилось? Уже ничего. Нам пора. Пойдем.
Убежище Учиха. Я все улажу именно там. Глава 5. Братья Учиха. Так, ну типа ок, тут он говорит то, что идем в убежище Учиха. Ну, значит, идем в убежище Учиха. Погнали. И там, я так понимаю, нас ожидает босс-файт с Итачи. Мазь высшего класса появилась. Думаю, возьмем по 5 штучек каждый. Лишним уж точно не будет. Так, по бафам ничего нового нет. Все выкуплено. Что странно, потому что мне казалось, что что-то я не выкупал. Давай посмотрим по листу. Ага. Да, можем взять печать усиленной усталости, можем взять пирожок звериной мощи и силы. Луна и молния появились. Отлично. На мощность пока не хватает материалов. На мощный взрыв Кунай пока не хватает материалов. Ну а все остальное, получается, у нас есть. Так, теперь заходим, выкупаем то, что появилось. 12 тысяч сюда. Так. Еще ж так высоко-то. Ага, вот. Печать усталости. И 2 пирожка. Вроде все. Кстати, помнится, в первых сериях я говорил, что у нас очень много монет. Но сейчас я понимаю, что у нас их очень мало. И каким образом, ну, если не будет каких-то дополнительных квестов с хорошей наградой, я не знаю, как мы будем покупать все остальное. Оказывается, здесь был проход. Да-да-да. В принципе, направляемся. Так, стоять. Очень много всего купили. Поэтому сохранение не повредит. Так, что-то мне подсказывает, значит, что разомнемся мы на Кисаме. Так, ну что, еще -1 из Акацукичи, да? Так, нам дали управление за Суйгетсу. У нас 2 поддержки. Круто. Ну, условие одно — победа. Окей. Вот ты мразь, а. Ну на. Очень неприятно. Так, блять, бесишь. Я не попал, что ли?
это было довольно странно. Комбинированный прошел. Хорош. Ну да, второй раз усиленное не проходит. Ну как так-то, а? Хорош, закончили. Вычеркиваем, как говорится, да. Рейтинг С слабо. Слабо, потому что очень много пропустили, а замен нет. Кстати, после прохождения игры также дам оценку. Я уже говорил это в одной из предыдущих серий. И есть несколько моментов, которые очень сильно испортят игре итоговый балл. Я уже как бы все это подмечаю себе. И это прям очень критичные моменты, я бы сказал. То есть настолько критичные, что оно вот прям, оно мешает. Мешает и не дает нормально контролировать игрока в бою. Причем как своего персонажа, так и не дает контролировать персонажа противника. И это очень сильно раздражает. Раздражает настолько, что, ну, как бы, ребят, вы бы могли доработать это. Помешало. Я не думаю, что в 2010 году, когда на тот момент вышло уже огромное количество реально классных, красивых и пиздатых игр, вы не смогли сделать вот эти вот моменты, чтобы просто оптимизировать игровой процесс. Поэтому это будет прям несколько очень жирных минусов. Но опять же, об этом мы поговорим уже после основного прохождения игры. Да, я думаю, в принципе, после прохождения, потому что нам же еще нужно отдать некоторые второстепенные квесты, посмотреть свитки. То есть, когда уже закроем игру, я думаю, тогда мы поговорим про это все. Старший брат, не мог бы ты помочь мне с метанием сюрикенов? Я занят, почему бы тебе не спросить отца? Вот, кстати, еще один момент. Есть русский перевод, не до конца сделанный, это во-первых. А во-вторых, он корявый и написан с грамматическими ошибками. Для меня это просто, ну... То есть меня начинает бомбить. Именно даже уже не столько на недостаточный перевод игры, то есть не полный. Уже начинает просто гореть с грамматических ошибок в переводе. То есть, ну, ребят, вы как бы переводчики, вы как бы переводите игру. То есть помимо того, что вы должны знать язык, и тот, с которого вы переводите, и тот, на который вы переводите. Вы должны знать язык. Вы еще и программисты. То есть в любом случае вы там ковыряетесь в программном коде. Я знаю, что такое перевод игр, я этим занимался. И как бы... Ну, допускать такие глупые ошибки, это пиздец. То есть, ребята в 4 классе учились и переводили эту игру, или, я не знаю, там, в детском саду, там, я не знаю, в ясельной группе, где учат вообще, в принципе, читать, писать хоть как-то, там, в 1 классе учат читать, писать. То есть, это вот примерно вот та возрастная категория переводила игру, или что? Я вот не могу понять этого. Я сейчас случайно, когда читал кат-сцену, я увидел эту ошибку и все, то есть меня подорвало. Ну, как-то надо, может, с какой-то долей ответственности относиться к тому, что вы делаете и как вы делаете. Да, ребят, извините, зрители, прошу прощения, я опять задушнил, но уже как бы, уже вот вырвалось вот так вот, уже накопилось и вырвалось. Так, ладно, поехали дальше. Но ты лучше в техниках с сюрикенами, даже я могу это сказать. Почему ты всегда относишься ко мне как к ребенку, Саски?
Прости, Саски, может быть, в другой раз. Почему? Зачем ты убил всех? Если хочешь убить меня, тогда возненавидь. Но это мы уже видели. Мое имя Учиха Саски. Есть много вещей, которые я ненавижу, и мало вещей, которые мне нравятся. Но это не имеет значения, учитывая, что мне почти ничего не нравится. Бессмысленно говорить о мечтах, это всего лишь одно слово. Но что у меня есть, так это решимость и ненависть. Я планирую восстановить свой клан и убить одного человека. Окончательно. У меня выйдет. Значит, ты здесь? Саски. Я собираюсь разорвать отношения и все, что связано с тобой. Ты кажешься довольно взволнованным. Когда я думаю, что смогу убить тебя здесь, внутри меня загорается пламя. Убьешь меня? До этого у меня есть один вопрос. Что ты хочешь узнать? Та ночь. Ту ночь, когда ты уничтожил наш клан. Ты правда сделал это один? Почему ты спрашиваешь это? Как бы силен ты ни был, не мог ты в одиночку уничтожить весь клан. Должно быть, в ту ночь там был кто-то еще. Как ты понял? Кто это был? Кто помог тебе? Учиха Мадара. Учиха Мадара? Один из основателей Конохи, бессмертный человек, мой товарищ, мой наставник. Основатель? Тогда как он мог быть живым? Мадара жив. Верить мне или нет, это твой выбор. Хватит шутить. Каждый из нас живет в зависимости и связан своим знанием и осознанием, и мы называем это реальностью. Однако и знание, и осознанность неоднозначны. Одна реальность может быть иллюзией другой. Что ты пытаешься сказать? Ты думаешь, что Мадара мертв? Это просто твое произвольное ощущение обстоятельств. Твои глаза не уловили ни единой правды. Ты ничего не знаешь. Это правда, что я ничего не знаю о Мадаре, но есть одна вещь, которую даже мои глаза видят отлично. И что же они видят? Сейчас я вижу Итачи, который лежит мертвым у моих ног. Ну что ж, сейчас хилим лицо. Да. И ожидает нас просто легендарная схватка. Нас ожидает осуществление мести, я бы так это назвал. Просто эпичнейший запис уровня Троянской войны. Ну, короче, сейчас, я чувствую, будет очень весело. И что-то мне подсказывает, что очень потно. Да. 1 на 1, без поддержки, но, в принципе, это абсолютно логично.
Печать пробивания вообще сработала? Нет, я повесил ее. Ну, вроде повесил. На что ли, родной? На второй. Ну, успею. Ну, кстати, успел накопить. Доку ты я. Давай. Ну, как говорится, тунем. Есть. Очень красивые вставки. Прям вот. По-моему, даже настолько красиво не было в самом аниме. То есть здесь они их даже переработали. Вот это огромный плюс. Но это огромный плюс именно разработчикам игры. К локализаторам и тому подобным у меня все же огромные вопросы. Для 2010 года сделано очень красиво. Первая полоска ХП сбита. Не-не-не. Ты ошибаешься. Еще не все. Это было бы слишком просто. Да. Да. Внимательные же заметили то, что одна только полоска ХП ушла. Вот-вот. По-моему, это Сусана, да, если я правильно помню. Если что, поправьте в комментариях. Ну, короче, большая огненная ебака. И теперь нам придется драться с ним. А что, тебе ничего не проходит, что ли? А, проходит. Ай-яй-яй-яй. Вот тут нужно кто-то внимательно будет смотреть. Вот, пока ты стоишь, там кайфуешь. Эти немножко... Хорош. Успел. Да и что? Ну и что? Ну и что? Так, мне бы отойти сейчас. Подкопить. Блять, подкопил. Да хватит. Да это вообще не важно, не интересно. Просто замансил как вообще, как боженька. Убери свой меч. Я ничего не вижу. А мне надо. Да и что? Ну и что? Дальше что? Хорош, пошло второе. Блять. Одна. Ага. Ага. Все равно же не попал. Нормально. Не успел. Да хватит. Мне кажется, продвинутое я просто не смогу тут использовать, оно мне не даст это сделать. Да. Кстати, я удивлен, у него сейчас с ниндзюцу вообще урон не пошел. Там все хорошо вообще? Ну, в целом. На Чидори. Второе КТЕ. Это на самом деле все? Есть. Если это на самом деле весь босс-файт, то я удивлен. И удивлен это мягко сказать.
что на КТЕ будет только 2 кнопки, я тоже не думал. Ну, сейчас, по идее, мы должны ломать кабинет и как бы, ну, как бы все. Кстати, сила Орочимару. Откуда у Саски это сила? Знаете, посмотрев предыдущую серию по подсказке в правом верхнем углу. Откуда же змеи Орочимару оказались у Саски? Фу, какая гадость. Чихи моя. Ля, летит. Летит клюком. А все. Как говорится, да, Жмышенко Валерий Альбертович, а вычеркиваем. Вот сейчас не понял этот момент. Он типа змей забрал, что ли? Ты шо, дурак? Саски упал на жопу. Вроде бы хотел встать, но что-то не встал. Да хватит. А, это я нажал, он поэтому на жопу упал. Так, уходим. Что-то он дурак какой-то, он вроде должен был откиснуть. Да хватит ты, да не падай. Небольшой там, я не знаю, уступочек там, я не знаю, там, пригорочек, и он сразу, блядь, жопу ловит. Под ноги смотри, господи. Да ходят тут всякие челкастые, полуголые, блядь, потом на жопы падают. А я так понимаю, мы до конца Локи, да, так будем идти? Он медленно на меня, я медленно от него. А, я даже кастануть ничего не могу. А, и кинуть ничего не могу. А, ну все, упор. Стена. Мои глаза. Стоп! Отойди назад. Уйди. Саски. Не трожь Зенки. Не. Бля, глаза закрой, дурак. Сейчас же выдернет. А, не выдернет. Все. Итачи отдыхать, я так понимаю. 2 звезды. Секретного фактора нет. Кстати, первый босс, на котором мы не набрали 3 звезды на КТЕ. Хотя ошибся я 1 раз. Это странно. Это очень странно. Ну все, в принципе. Помахались, пошел дождик, оба легли откисать. Ну ладно, один-то лег откисать там вообще нормально все, а второй просто отдыхает. Да. В этот раз без секретного фактора. Рейтинг А. Кстати, я так понимаю, совсем немного оставалось до эски. Но переигрывать желания нет. То есть прошли дальше, значит прошли. Так, заработаете 210 тысяч штормпоинтов. Ачивка популярный.
Еще и плюс достижения дали. Все отлично. Вот. Тем более секретные факторы многие не переведены, поэтому, ну, получили бы хорошо, не получили, ну и ладно. Я обработал твои раны. Итачи мертв. Ты победил. Мы с тобой уже встречались однажды, хотя тогда мы были врагами. Не волнуйся, я не держу на тебя зла за смерть Дейдары. Я не являюсь твоим врагом. Я привел тебя сюда, чтобы сказать тебе кое-что. Кое-что? Да. Я расскажу тебе про Учиха Итачи. Ты думаешь, что знаешь все о своем брате, но на самом деле это не так. Что ты знаешь о Итачи? Хорошо. Полагаю, сначала я должен представиться. Я, как и ты, выживший Учиха. И один из немногих, кто знает правду о твоем брате. Уже неплохо. Это что за демоны? Что это было? Аматерасу, которое Итачи передал тебе. Итачи даже нашу встречу предугадал. Он всегда все рассчитывал наперед. Что ты говоришь? Чтобы держать меня подальше от тебя, Итачи поместил в тебя технику. Видимо, она сработала в тот момент, когда я показал Шаринган. Вот и объяснение, кстати. О чем ты вообще говоришь? Перед смертью Итачи же что-то сделал, да? Перед смертью он передал тебе его глазные техники. Что ты хочешь этим сказать? Есть ли тут смысл? Зачем Итачи делать это? Ты не понял? Он пытался защитить тебя. А вот тут уже возникает вопрос. А настолько ли плох Итачи? Настолько ли, чтобы его ненавидеть, как это делал Саски? Я думаю, у нас в дальнейшем будет информация по поводу всего того, что он сделал в деревне. Почему он пустил под ноль весь клан Учиха. И почему после стольких лет ненависти со стороны младшего брата он все же пытался его защитить. Хотя сам же младший брат его и убил. Это... Тут на самом деле можно разгонять всю эту тему даже не в рамках игры. Можно даже перекинуться на обычные там жизненные какие-то моменты, ситуации. Потому что, ну... социалочка — это социалочка. Там и у нас как бы много всяких происходит ситуаций, похожих на то, что происходит в Наруто. Любой сценарий, он как бы, ну, построен не совсем из головы. Любой мультфильм, любой фильм, любое аниме, оно выстроено, опять же, на каких-то жизненных ситуациях или людских переживаниях. Но если вы это не понимаете, мне вас очень жаль. Защитить? Защищать меня? Ты шутишь? Он мой враг, он убил наших родителей, уничтожил наш клан, и он... Я говорил тебе, ты думаешь, что знаешь о своем брате, но ты ничего не знаешь.
Заткнись. Что ты вообще знаешь об Итачи? Разве Итачи не говорил о том, что в ту ночь он был не один? Ну, вообще, да, говорил. Тогда ты... Вот именно. Я. Я Учиха Мадара. Я знаю про Итачи все. Я знаю, о чем он думал, чего хотел, что любил и чем он рисковал, чтобы сражаться. Я знаю обо всем этом. Ты должен узнать правду о своем брате, узнать правду о Учиха Итачи. Он, Итачи, в течение многих лет только причинял мне боль. И уничтожил наш клан. Он уничтожил Учиха. А если бы это была миссия, которую он получил от Канохи? Вот это интересный вопрос. И, кстати, на самом деле не Итачи причинял боль Саске. Саски сам себе причинял эту боль. Потому что он вел себя просто как эмо-девочка, постоянно страдающая, плачущая в душе и хотящая отомстить всем за клан, кто что-то сказал против. Нет. Никто не давал ему эту боль, он сам ее для себя сделал. Все максимально просто. Что? Это только начало истории о Итачи. Что? Миссия? Ты о чем говоришь? Именно это была миссия. Итачи уничтожил клан. Это была его миссия. Я все равно не понимаю. Теперь слушай внимательно. Итачи оказался лишь пешкой в борьбе за власть. Пешкой? Деревня Каноха. Сейчас это большая деревня, но ее истории текут от ее основания. В частности, дискриминация в отношении Учиха. Дискриминация в отношении Учиха? Первоначально Каноха была сформирована группой шиноби, которые ранее были в конфликте. Наш клан был среди них. Когда Каноха была основана, наш клан держал центральную власть вместе с другими кланами. Но после того, как мы не смогли занять место первого Хокаги, наш клан потерял власть. Я, лидер Учиха, отчаялся, и, наконец, я покинул деревню. После того, как я ушел, клан продолжал терять власть, и, наконец, клан стал плохо относиться к Канохе. В конце концов, наш клан был не нужен, они подвергали нас дискриминации. Конечно, были и те, кто не мог этого принять, это совершенно естественно. Для того, чтобы вернуть власть, клан Учиха и, прежде всего, чтобы вернуть себе честное имя, они разработали план. План? План по захвату власти в Канохе. Можно сказать, это был переворот. Твой отец был их лидером. Клан Учиха, государственный переворот, и мой отец лидер? Но Каноха все поняла и подослала шпиона. Шпионом был твой старший брат, Учиха Итачи. Клан Учиха и Каноха. Трудно представить то, что он чувствовал, выбирая между кланом и деревней. Все же он выбрал Каноху. Так почему же? Зачем Итачи предавать Учиха? Третья Великая война шиноби. То, что он увидел, сделало мир и стабильность деревни на первом месте. Любая война — это ад. Ну, как говорится, вспоминая одну серию великих игр, War is never changed. Глава деревни воспользовался этим и дал Итачи важную миссию. Данную миссию. Этой миссией было уничтожение всего клана Учиха.
В то время Итачи волновался, мучился и мучился, он был в ужасной беде. Никогда нельзя сражаться с шиноби из своего родного клана, это не давало ему покоя долгое время. Но если не предотвратить переворот Учиха, деревня просто потеряет власть, и другие деревни будут атаковать. Могло дойти до Четвертой Великой войны шиноби. Эгоистичный поступок клана Учиха привел бы к гибели многих невинных людей. Этого необходимо было избежать любой ценой. Поэтому Итачи принял решение, что он сам закончит историю клана Учиха. Что и привело к той ночи. Это была миссия. Он стал известен как преступник, который уничтожил свой клан, стал нести бремя позора. Все это было спланировано. Все это было частью миссии. Итачи блестяще выполнил свою миссию, за исключением одной детали. Даже после того, как он закрыл свое сердце и убил всех, был один человек, только один, кого Итачи не смог убить. И это был Саске. Да. После этого Итачи обратился к третьему Хокаге с просьбой защитить тебя. Он покинул Каноху, взяв с собой обещание третьего. Он беспокоился о тебе больше всего. Это ложь. Это все ложь. Это правда. Ты врешь, он пытался убить меня. Если бы Итачи действительно хотел убить тебя, ты наверняка был бы уже мертв. И в этом есть логика, потому что он вырезал весь свой клан. Поэтому как бы да. Если ты жив, то нет, тебя не хотели убить, это все твои там бредни, домыслы и шиза. Поэтому тут Саски абсолютно точно не прав. И у Итачи была причина давить на тебя. Ты имеешь в виду... Итачи организовал этот бой, он хотел освободить тебя от проклятой печати и Орочимару. И победив его, он хотел сделать тебя героем, который отомстил за клан Учиха. Нет, я не могу в это поверить. Он, Итачи, он был преступником, он убил наш клан и вступил в Акацки. Сказочный долбоёб. Это тоже было частью плана, вступить в Акацки, а затем шпионить изнутри. Даже после предательства своего клана и ухода, сердце Итачи осталось с Канохой, и прежде всего с тобой. Это ложь, это ложь, это ложь. Как будто это могло когда-нибудь случиться. Это не ложь. Он думал о тебе больше, чем ты сам. Прекрати, он пытался меня убить. Но ведь ты жив, не так ли? Шах и мат. В результате твои глаза не видели настоящего Итачи. Итачи убил друзей, начальников, любимую отца и мать. Но он не смог убить младшего брата. Он запер все эмоции за исключением кровавых слез, но он просто не мог заставить себя убить тебя. Ты понимаешь, что это значит? Твоя жизнь, она была для него важнее целой деревни. Вплоть до самого момента его смерти, нет, даже после его смерти, позволив тебе победить его, он сделал тебя героем Канохи и клана Учиха. Пораженный болезнью, он насильно продлевал жизнь, принимая лекарства. Он должен был сразиться с тобой и умереть перед тобой. Ради Канохи, но больше всего ради тебя, Учиха Саски. Он хотел умереть преступником и предателем.
Принять позор вместо чести, ненавидеть ненависть вместо любви. Итачи все равно умер с улыбкой на лице. Он завещал тебе имя Учиха, все еще обманывая тебя до самого конца. Кстати, да, в момент смерти он улыбался. Если что, можно пересмотреть эту сцену. Это и есть истинная правда о Итачи. Вот такой была жизнь твоего брата. Старший брат. Что случилось, Саски? Что ты имеешь в виду, спрашивая это? Сегодня день, когда ты обещал посмотреть на мои техники с сюрикенами, помнишь? Прости, у меня завтра миссия, мне нужно готовиться. Ах ты обманщик. Прости, Саски, может в другой раз. Чтобы ты простил меня, я провожу тебя. Эй, старший брат, ты поможешь мне с моими тренировками в следующий раз, верно? Да, но теперь у меня будет много миссий. Мы больше не сможем проводить столько времени вместе. Все нормально. Пока мы можем быть вместе время от времени, тогда все в порядке. Саски. Ты и я. Прости, Саски. Вот и все. Мы больше не Хэби. С этого дня мы ястреб, то есть Така. У Така только одна цель. Мы должны уничтожить Коноху. Ястреб в небе закричал. Только один раз и только в пустоту. Это был грустный голос. Отчаянный голос. И голос полный ярости. Мальчик, который нес бремя своего разрушенного клана, теперь спокойно готовится уничтожить свой старый дом. Начинается история войн. Отомстив и узнав правду, грядет расплата. Оплакивая своего умершего брата в своем сердце, история нового Учиха Саски начинается. Глава 5. Братья Учиха. Конец.
Ну и на этом, я думаю, серию можно завершить. Серия получилась довольно эмоциональная. Ну, а в следующих сериях мы увидим, что же будет происходить после вот этой вот переформации, я бы назвал. Поэтому для того, чтобы не пропустить следующую часть прохождения, подписывайтесь на канал, ставьте лайк или дизлайк, неважно, что их отключили, я все равно все увижу. Также не забудьте написать комментарий, что вам понравилось, что не понравилось, какие-то свои мысли, моменты, может, где-то я ошибался. Комментарий желательно от 4 слов. Вот. Также с вас колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии по Наруто и другим играм, которые мы также проходим или же будем проходить. Всем спасибо, что были со мной. Всем удачи и пока.